Обсудим, что происходит в организме, когда вы голодаете. Здесь у нас точка начала голодания. Спустя сутки, 48 часов и 72 часа. Когда вы голодаете, происходит множество чудесных вещей. Организм человека развивался очень долго и многократно адаптировался к голоду, к нехватке пищи. У нас есть уникальные белки, которые включаются и проявляют себя. Они отвечают за лучшую работу мозга, лучшую способность разных частей тела выживать. Наш организм не подготовлен есть так часто, как мы едим сейчас, каждые 3 часа. Итак, примерно через 12 часов происходит всплеск гормона роста. Гормон роста — это антивозрастной гормон, главный жиросжигающий гормон. Этот гормон участвует в оздоровлении суставов. Он также участвует в синтезе белка, в производстве новых белков. Некоторые принимают инъекции гормона роста. Я этого не советую. Они принимают его, чтобы оздоровить определенные органы. Но знаете что? Голодание активирует его само по себе. Уже сам факт голодания повышает гормон роста. Конечно, физические упражнения тоже повышают гормон роста. Этот процесс начинается через 12 часов и далее усиливается. Где-то на 18-м часу голодания начинается так называемая аутофагия. Аутофагия — интересный процесс, происходящий в организме, при котором перерабатываются старые поврежденные белки, а также бактерии. Одни из перерабатываемых белков — это конечные продукты гликирования. Они образуются, когда вы сочетаете глюкозу с белками, и они очень липкие. Например, при высокоуглеводной диете сахар соединяется с белками внутри самого организма и начинает их гликировать, чем разрушает некоторые белки организма. Они перестают работать, становятся липкими и образуют закупорки. Теперь организм начинает все это вычищать и превращать поврежденные белки в новые аминокислоты, которые организм может использовать. Амилоидные бляшки, которые встречаются в мозге и в других частях тела, это тот тип белков, который можно вычищать аутофагией. Любые клеточные белки, которые больше не выполняют свои функции, при аутофагии начнут исчезать, а ткани начнут обновляться. Это начинается через 18 часов и усиливается по ходу голодания. Примерно через 24 часа или чуть больше сильно истощится запас гликогена. Это запасной источник глюкозы в печени. А чем больше в печени истощается гликоген, тем больше вы переходите на кетоны как альтернативное топливо. И если у вас, например, жирная печень, организм начинает расходовать этот жир и превращать в кетоны его. Организм, наконец, может начать пользоваться этой запасенной энергией и все больше работать на кетонах, которые являются лучшим топливом. Вы получаете энергию из кетонов, а они подавляют аппетит. То есть уходит чувство голода и тяги к различной еде. Кетоны — антиоксиданты. Вы создаете себе запас антиоксидантов. Они дают больше кислорода, и организм использует больше кислорода и меньше СО2. Это более эффективно. И поскольку кетоны — более эффективное топливо, чем глюкоза, щитовидке уже не нужно работать так много. Возможно, у вас слегка понизится уровень Т3, но тиреотропный гормон будет в норме. Это значит, что ваша щитовидная железа адаптируется к новому виду топлива. Еще одна приятная вещь, которая происходит примерно через сутки — все воспалительные процессы значительно ослабевают. Если надо еще усилить этот аспект, можно принимать витамин D, он очень поможет. Все заболевания, при которых идет воспаление, артрит, бурсит, аутоиммунные состояния, начинают ослабевать примерно через сутки. Кишечнику тоже становится легче, ведь ему уже не приходится работать столь часто. Вы не загружаете работой желчный пузырь и ферменты поджелудочной железы. Кишечник, наконец, получает возможность отдохнуть. Если у вас есть такая вещь, как СИБР, когда бактерии находятся в тонком кишечнике, хотя в норме должны быть лишь в толстом, этот момент начинает исправляться. В кишечнике растет количество стволовых клеток, и он начинает выздоравливать. Сердце любит кетоны гораздо больше, чем глюкозу, и работа сердечно-сосудистой системы улучшается, так же, как и работа головного мозга. Есть такая штука — BDNF. Это фактор, помогающий производить новые клетки мозга. То есть головной мозг начинает восстанавливаться через 24 часа.
При дальнейшем голодании может показаться, что вы теряете мышечный белок, но это не так. Организм теперь работает эффективнее, и есть особые гены, которые сохраняют белки, и мышечный белок не расходуется. Итак, эффективность топлива гораздо выше. Плюс при аутофагии тратятся старые поврежденные белки, а новые образуются. Очень полезная комбинация. Для деятельности организма вам нужно гораздо меньше питания, ведь организму легче, и он может работать на меньшем количестве нутриентов. Это большой плюс. Что еще происходит при аутофагии? Это то, что вы избавляетесь от бактерий, грибков, плесени и дрожжей. Чтобы уничтожить все эти микроорганизмы, тело вырабатывает определенные оксиданты. С другой стороны, у вас есть также и антиоксиданты. Тело производит вещества вроде перекиси водорода, чтобы уничтожить бактерии, и в то же время производит собственные антиоксиданты, чтобы защититься от окисления. Тут у нас все сбалансировано. Только при малом количестве антиоксидантов и большем количестве оксидантов происходит так называемый окислительный стресс, который разрушителен. Но при голодании количество антиоксидантов повышается, и организм начинает восстанавливаться. Через 2 суток вы уже активно стимулируете стволовые клетки. Это недифференцированные клетки, то есть клетки, у которых нет назначения. Они могут превращаться в ту или иную ткань, в зависимости от того, что нужно организму. Стимулируя стволовые клетки, вы получаете оздоровительный, восстанавливающий и антивозрастной эффект. Также уменьшается риск развития некоторых типов рака. Некоторые опухоли уменьшаются. Образуется больше митохондрий. Если поднапрячься, то через 3 суток стволовые клетки начнут стимулироваться еще сильнее. Кроме того, усилится иммунитет. Но голодать по 3 суток и более я советую лишь время от времени, потому что многие, кто голодает подолгу, страдают от дефицита разных нутриентов. Слишком резкий старт может вызвать головокружение и другие побочки, так что нужно начинать постепенно и не сразу. Вот общая картина того, что происходит при голодании. Я советую проводить интервальное голодание регулярно. Пожалуй, в большинстве случаев наиболее подходящим режимом будет 18-часовой интервал голодания и 6-часовое окно. То есть вы едите, спустя 6 часов снова едите, после чего голодаете 18 часов. Это очень хороший режим. Со временем вы можете перейти на более строгий режим в зависимости от успехов. Также периодически можно проводить длительное голодание, чтобы получить дополнительную пользу. Будь то ради иммунной системы из-за аутоиммунных проблем, или вы просто хотите оздоровить кожу, чтобы выглядеть моложе, или вы хотите увеличить число клеток мозга, улучшить работу сердца, работу кишечника, или, скажем, у вас рак, и вы хотите улучшить положение дел. Один из эффектов голодания — оно повышает стрессоустойчивость. Даже если человек на химиотерапии, голодание поможет организму сопротивляться химикатам и ядам, что совершенно замечательно. Обязательно принимайте макро- и микроэлементы при голодании. Знаю, многие рекомендуют либо водное голодание, когда можно пить лишь воду, либо сухое голодание, когда пить нельзя ничего. Я советую проводить водное голодание с нутриентами. Просто потому, что дефициты влекут за собой проблемы. Надо принимать микроэлементы, витамины группы В и соль, крайне важно. Около 8 часов утра происходит всплеск кортизола, и иногда всплеск кортизола провоцирует организм производить больше глюкозы. Сахар в крови может повыситься. Это случается со многими людьми, у кого проблемы с сахаром. Тут нечем волноваться, со временем это пройдет. Стоит лишь начать делать по утрам зарядку, и лишний сахар будет сжигаться. При голодании глюкоза берется не из пищи. Она появляется, потому что ее производит печень. Причем производит с избытком, может быть, из-за избытка кортизола. Я просто хотел это упомянуть. Это феномен утренней зари. У меня есть видео о нем, ссылка внизу. Если ваше ЛПНП, так называемый плохой холестерин, хотя ничего плохого в нем нет, либо протеины низкой плотности повышены,
то причина этого, особенно если вы не едите сколь-нибудь заметных углеводов, при голодании они повышаются по другой причине. Вспомните, что одна из функций ЛПНП — доставлять холестерин к различным тканям, так? И вспомните все то, что происходит в организме при голодании. Происходит интенсивнейшее оздоровление. А холестерин — это сырье для клеточных мембран, для головного мозга, для производства гормонов, витамина D, желчи. 40% всего холестерина в организме нужно для поддержки клеточных мембран. Он жизненно важен для защиты клетки и транспорта веществ в клетку и из нее. Возможно, причина, по которой организму понадобилось, чтобы транспортный белок переносил холестерин, это восстановление клеточных мембран, или же понадобилось сырье для производства гормонов. Если вас это беспокоит, можно провести различные тесты, чтобы понять, куда идет этот холестерин, наносит ли он вред или нет, но я бы не переживал. В общем, я просто хотел снять видео, чтобы показать вам, что происходит внутри организма при голодании. Спасибо за просмотр. Если вы хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подписывайтесь на канал и не пропускайте новых видео.